Ой. Чатики себе открою. Это был добрый А, вечер. Друзья, здравствуйте. Вы для трансляции ответов на вопросы в ГВ по поводу девятой редакции. Вот. Она начнется буквально через 9 минут. Я не пьяный, я просто сытый. На ужин была шаверма. Из вчерашнего, Денис? Или еще что-нибудь новенькое? Естественно, с вчерашнего. А, Собрали из того, что... Я тебя собрала, из того, что было. я вот тоже сегодня доедал. А что было, то и пригубила. Что мы будем делать, Лёшка? Громковато. Нет, это кто-то один человек. Напишите пока по звуку, народ, там что там, как Денис, как я. Орем мы, не орем. Лёшка-то обиделся на нас. На Какой ешь? ужин была шаверма. Картошка. А он почему? Мы не вспомнили о нем. Так он же никуда бы не поехал. Я не знаю, поехали мы, но сегодня меня допрашивали. Ах, вот, ясно, А ясно, мне ничего понятно. вообще не написал. Такие вот друзья. Не позвали на новости. Возьмешь его в следующий раз? Его... Нет, я на нем сначала повожу. Воду. Знаешь, доставка воды сейчас как бы не бесплатная, а я люблю, когда Денис много. громче. Сейчас поправлю. Конечно, я громче Денис, что ты орешь? От природы ору. такой, да? Да. Все по правилу. Вот, друзья, мы будем слушать, что они там и пытаться вам донести мысль. План Бу- таков. Чат говорит, бухой Денис орет в микрофон. Ты спейсы сделал потише, народ, все нормально. Где, кстати, вот на главной моей, где трансляция должна быть? Куда нажимать? Ну, давайте. Ладно, чат, чего, давайте вы пишите, чего вы ждете, кроме играющего Lord of Contagion. Я сбегаю еще по-быстрому, Бегай, Денис, беги, чтобы беги все как не в было себя. хорошо. Оставайтесь здесь. Вот, бухой Денис пошел. Черешню ешь, Вованыч? Блин, неплохо. Стоп, уже черешня где-то продается? Или, Вованыч, ты живешь где-то там на юге? Где Тайлер? В Питере, естественно. Все норм. Так, отлично, все норм. Вико раз закинул. Спасибо тебе. Всем привет. Наконец-то могу посмотреть в прямом эфире стримчик. То дистанционное обучение придавало. Вот ты где был, Викорас. Зачем я именно микрофон посмотрел в конце, не знаю. Вот. Ну вот, Викорас. Посмотрим, сколько сегодня стрим вообще будет идти, непонятно. А, Потому что они не сказали, сколько он точно будет по времени, но, собственно, они никогда этого не говорили. Я думаю, что на самом деле не больше часа, скорее всего. Хрен его знает. Если, конечно, они будут так же водой растекаться, как в прошлый раз, то, возможно, будет и подольше, конечно. Кило кубиков за 450 рублей нормально. И зависит, конечно, что за кубики. Ой, Денис, я тебе случайно чат открыл тут. Ой, дискордовский вместо тебя, извини. Там написано, что ты петух. Нет, я открыл наш мертвый сервер фалсача в Дискорде, который ты вообще, знаешь, забыл, что он существует. Нет, я помню, экскорблю F. У моей жены на стенах написано розовая F. Тупый этот. Space в хлам. Денис, почему ты в хлам? Вот? Объяснись. Что нельзя в вторник вечером нормальному человеку быть в хлам? Чего вы такие душные? Так, будут ли рассказывать все темы, которые будут обсуждаться на этой трансляции в новом выпуске новостей? Ну да, скорее всего. Но если мы что-то не забудем, потому что пока я монтировал новости, я вот пару вещей вспомнил, которые мы забыли вообще в новостях упомянуть, но и типа, и хрен Я с ним. знаю, почему мы забыли. FF. Потому что кто-то сидел за кадром и припёздывался, перебивал нам. Да, это было очень тяжело. Что-то там ронял. Кстати, не знаешь, из этих кружек очень неудобно пить. Я тебе вот что скажу. Ну так мы взяли их, что... Друзья, А я пью. ваше здоровье. Это можно на голову одевать. Я взял ее для реквизита. Тебе не знаю, зачем такая. А я и пью из нее.
Ну, вообще удобно. Она сколько там, 700, что ли, миллилитров? Большая. Сел и вставать не надо. С левой руки неудобно, да, она как бы у тебя колоть начинает. Ну да, нет, с левой вообще не получается, только с правой. Да и то, мне кажется, если полная чашка, то только с двух рук, она тяжелая просто. Да. Расколется на раз. Говорят, то, что бухать можно только в среду, Денис. Только в сре Не, слушай, а питерцы сегодня бухают, а сегодня вторник. Или в Питере другие часы? Давайте мы обновим трансляцию, они там что-нибудь пустили? Нет, ничего. Народ у них в Твиче чат тоже там типа говорит, где верни трансляцию. Чурчалый. Шайтан на связи. Чё, алкострим в Питере провалился или за кадром настрисили? Слушай, а Настрисили? ты так, это высокопарно говоришь, что я ничего не понимаю. Про питерцев не знаю. Говорят, Провалился. в Питере Они другой город. Тоже. в Питере другой город? Вот и из Киева нам привет туда. Чат, передайте друг другу приветы в чате. А знаешь, как, Киев по-украински? Не надо, Денис. Остановись, одумайся. Вецо раз. Не по теме, конечно, но на стриме недели 2 назад где-то прозвучало, что в АОСе всех гнут слонишиты. Но эта инфа уже полгода как устарела. Сейчас ГВ нашла какие-то мощные вещества и выпустила лизардменов, у которых скинки бронированнее, чем ШК. Серьезно? Вот Я не эти вот удивлен. мелкие старые пыки, они бронированнее, чем ШК. ШК, видимо, штармкасты, кто не понимает, в теме АОСа. Вицорас, главное, чтобы мои эти, как их, Михаил, Найтхонты? Найтхонты кидали свои НВУ Почему я знаю эту 4. говёную фракцию из говёного ОС, а ты нет? Ты меня любишь, потому что. Ладно. Вот. А чё там у скинки вообще в рот? Скинки этих лизардменов там. О, это пошло. Чё, да, пошло, все понеслась. Ну, стартинг сун. Смотреть, давай. Стартинг сон. Друзья, перевожу. Моя жена сейчас типа изучает английский все время. Типа, почему go home, но go to school? Ты знаешь, мне кажется, этот надо им... Почему-то мы упустили этот момент, надо было им с Ромой вчера это обсуждать. Точно. Это же Точно. идеально. Да. Нет, ну, во-первых, Денис здесь находится в первую очередь потому, что, как выяснилось, Денис у нас хорошо параллельно переводит. О, музычка пошла. Вот. Вот кто не обращал внимания в прошлый раз в чат, а Денис все быстро переводил. Вот. Так что это... Не помню чего. Так, все, чат наготове, скоро начнется. А пока я вижу людей в чате, но не вижу лайков под стримом. А? Пойди поставь лайк. Покажите пропуск, что лайк поставили, как всегда. Перекличка. Да, все, я вижу, что и из Бишкека привет. Денис, а тебе привет тоже желают. Да. Мне пока... Посмотрите на Мишу и вот это венозное надутое существо, которое сидит рядом с ним. Я сижу, страдаю от этой кошки Роминой. Вы смеетесь. Вот так вот вы со мной. Там были моменты, которые надо было вырезать, где ты там что-то говоришь и такой... 96 лайков, да. Почему мало лайков? Да, нате. Вот молодец. Андрей предъявил лайк. Андрей молодец. Вот, Иван, вижу, предъявил. Все, молодцы. Самый быстрый перевод, да. Игорь, я не заставил, я просто попросил по-дружески. Поставь лайк. Я такой, поставил. Все еще играет гейская напряженная музыка. Я не знаю, чатик вам слышно или погромче сделать ее? Могу сделать погромче, если надо. Будем вместе все слушать гейскую напряженную музыку. Кто там пришел еще тоже, всем привет. Ты, кстати, Денис, анонс сделаешь, да? Опять я.
Почему я на этом канале делаю все, не Не понимаю знаю, вообще. Денис, так вышло что-то. Андрей еще и пруф кинул, молодец. Вот. Киньте лайк, поставьте, и потом еще пруф киньте в чат. Ну, молодцы. Погромче. Музыку погромче. Давайте погромче сделаем. Ой. Слишком погромче было. Я музыку просто не стараюсь сильно громко не делать, чтобы в какой-то момент она нас громче не стала просто. Потому что никто знает, что там за мелодия. Ну, Альфа, у меня жена шаурму не доела, ты бы сказал пораньше, я бы тебе принес. Там оставался кусочек. Пришлось выкинуть, вот. Собаки нет, кошки нет. Ты бы написал пораньше, я принес бы. Да, чатик, а этот еще давайте пока ждем, предъявите, кто успел покушать перед стримом, кто успел попить, или кто взял с собой, скажите. Свиной Будда, вот это да, есть у нас в нашем ряды шпионы, которые ставят дизлайки. Так, что там вдруг? Музыка кончилась. Заяц все поймал лося, окей. Началась новая какая-то гейская музыка. Да, и напряженная. 50 минут воды. В прошлый раз было-то больше, чем 50 минут, там было 2 часа. Во, народ ест. Молодцы. Питаться это важно, особенно если ты молодой. Многие молодые пренебрегают питанием. И что Мне из нравится, этого как выходит? комиссар Тян мастерски уклоняется от формулировок пола и говорит, я и покушала, и попила. Ну, такая авка в этих скобочках, это как в играх всегда пишут. Свиной Будда, извини, начали. Знакомые все лица. Hello. It's a pleasure to have you guys. Yeah, it's good to be back. Excited to be here, as always. Говноед с нами. So, Я вам на obviously, стриме с we had Олегом some говорил, big что news over the weekend with the банриперы, announcements проб of пера the для release of переиздания Warhammer более 40,000. толстенных What do you guys карамельных make of некронов. the Вы посмеялись. response so far Сказали, что почти online? полностью Pete, let's start фракционные with you. юниты переделывались. So, Это well, нонсенс. Кто теперь seems из really нас good. Silent Everyone's King? very А? excited about А? the Респект cinematic Вовану за trailer, пердитусы. which Он who офигенный. wouldn't be? It's the first time Вова we've ever вообще launched an edition монстр. with Просто something that монстр, spectacular that убийца. gives you such a great Но мне vision of кажется, нифига не the банрипер, 41st это millennium. So that was не pretty крон, не cool. знаю. И меня не And убил hopefully we can говноед. answer a bunch of questions for folks tonight as well. That will help them understand what's coming. Сеплайтер. Привет, народ, что, пацаны, темплары в девятке? Great. So we've got lots and Мне lots of кажется, questions sent это in to us шутка. already. The way this is going to work, guys, for those of you following along, Напоминаю, we что posted вопросы они a сейчас post up on будут our Twitter озвучивать, accounts и on вот Saturday, Пит and we Фолли, asked people скорее to всего, send in будет the questions that they have вместе с about Стью the Блэком new edition отвечать на эти вопросики, after all а the songs Эдди we put out over the Эклес weekend. будет их We got hundreds and hundreds of озвучивать. questions, so we've tried to kind of compact them down into the most asked Видите, questions, что в and десятке some kind они of really good заменят ones that we thought were in кубики there as на well. монетки. We Что на might get a доске chance написано, там throughout this to kind of спрашивает. address some of the Перенести questions с as ракет they на arise. So if you have гексагональные anything базы. you'd like to ask us, then feel free to pop it in the chat. Before we start, worth shouting out Аркангелы на the самом деле fourth самые member of худшие our team написано. today, the wonderful Ben Да. Bailey, who is on the camera making Заредконить. sure that all the tech works. Without him, we would just be lonely people sitting in our living rooms. Right, Colin so Griffins we'll kick it съели off with our first question. 134 генистиллера культа. So we've had lots of people asking something similar along these lines. We've heard some great news about vehicles and melee and anti-horde range combat, but what can fans of horde armies like orcs, tyranids, and genestealer cults look forward to in this edition? Pete, let's start with you. О, рассказывать будет про гильдии. So I think there's Орков и there's генистиллеров. quite a lot of things that are going to help, assault or horde armies across this edition. I think the first one I'll talk about is terrain. One of the Что поможет этим хордовым армиям? Он говорит, ну сначала террейн. role to play in the game this time round. And one of the things, and one of the benefits of doing that for assault armies or horde armies is that you're going to see terrain block line of sight a lot more, which I'm sure will Больше блока going to be able to визуального. three windows and a post box at the other side of the table and clip the wing of a Может, как-то изменится этот сам line of sight?
But Может быть. where that comes from is that a lot of the scenery will have different rules that you can ascribe to at the beginning of the battle. It gives you lots of Другие different правила на террейн. options and different ways to kind of label all your scenery very clearly and very Ну, это про сценарий они concisely so that рассказывают. you can Непонятно, правда, к чему это understand what относится. rules to Это play with. к нарративной And или then к so there's lots of different этой things, different types of матчплею. cover. And one of them happens to be obscured, which is that Мы решили ввести правила, как на ИТЦ, типа первый этаж лосблок. which means gene stealers can now cling to the cover as they go across the board and get a lot Ну, closer. типа генестилеры могут прыгать там в кавер как-то, пригинаться. Shooting orientated armies to have to work for their line of sight a little bit more across the game. There's also a bunch of stuff that the guys have done about. Судя по всему, это line of sight будет по-другому работать. Как-то связано с правилами террейн. Лос будет только от базы к базе идти. Это я предположил, народ так не говорили. In the core book to really help people go, okay, well, the way we intended, the way we've play tested the game, or the way that we've written it to be is around with this amount of terrain on the board. If you're playing with less than that, then it's going to tilt towards shooting armies. If you play with more than that, it's going to tilt towards. У них будет в книжке написано, сколько террейна надо, чтобы игралось так, как они задумали. Да, потому что упоминает ситуацию, то, что если вы играете на голом столе стрелковая армия, преимущество получаете, если вы играете в кучу террейна, то, естественно, ХТХ-шное получаете преимущество. That's just one. Stu, what do you do the next one? Okay, so there's a couple of others. Про So one of Necron. the things is we've looked at, as an assault kind of army, you get across the battlefield, you finally get to charge somebody, and the first thing that happens is you get overwatched. So we've had a look at Overwatch. Overwatch has some changes. Overwatch поменяют. Fighting in combat, then your opponent can kind of, in the current edition, can leave combat. There's not really a penalty to that. So we've looked into that as well. We've introduced some new core stratagems that people can use. Ну, Вова, короче, фаллбэк будет не так просто. Once you've got across the battlefield, you've done your damage. It was worth getting there. Yeah, so I think a lot of players with armies that are close combat orientated will look forward to those. Если заметишь про террейн, я предполагал как раз, что они все-таки будут рекомендации давать, как ставить. Ну, да, это правильно. Это было раньше, по-моему. Final charge across the last few inches before you get into close combat. So, looking forward to that. Okay, great. So some good stuff to look forward to there. We got quite a lot of questions in about the turn mechanics of Warhammer 40,000. So will the core turn mechanics of the game be changing? Ходы, механика. Turn mechanic. Sure, Turn mechanic. So the short answer is no. It's still the game that you know and love. So everyone who's been playing 8th edition for the last. Типа игра по ходам не поменяется, если я правильно Like помню. we've said before, it's very heavily based on that game. So changing the turn mechanics isn't something we've done. We think the game works really well in the way that it does. So the short Типа answer игра и is так хорошо no, работает. the turn mechanics aren't changing. Да. Great. Pete, Это, anything наверное, to add? все-таки касается и пошаговой активации, помнишь, которую тоже народ думал. The only thing to add to that is that we did think we think we've got a great game system with 8th edition, and we think there's some great ways that we can add to it. Doing something like changing the turn mechanic isn't building on 8th edition. It would be we'd have to set fire to it all and start all over again. And it would, we don't think it's necessary. We think it's a great system. We've got the most people in the world who. Ну, типа мы в восьмерке так все классно сделали, зачем что-то менять? So what we're doing is making. Ну и скорее всего там о том, чем мы говорили, что переносы типа фазы наперед, вряд ли это были слухи типа кривые. There's been a little bit of talk about the changes to the way that reserves will work. Can you tell us a bit more about how the strategic reserves will work in practice? Stu, как это будет работать на практике? Sure. So in essence, you can spend command points to put things into reserve. Можешь тратить КП на то, чтобы резервы помещать в резервы. Kind of build upon is the idea that as a commander, your command points are used to do the kind of things that the general would do, as well as the things that your units would do. So, at the moment, you can buy additional relics for your troops, or you can give a guy an additional warlord trait. You can promote one of your characters. We wanted to build on that idea by making command points an asset that you as the commander can use. And so you can put units into reserve, cost you some command points. And then as the game progresses, those units can come on as reserves, either from your board edge or from the sides. And as the game progresses, you can kind of outflank your opponent more as the game goes by.
which kind of ties in really when we were talking about melee armies earlier. It's another thing that will really help kind of close combat or even short range firepower armies is being able to keep Ну, things off the board типа, until you want to КП use them, потратил, and actually be запихнул able to войска maneuver в kind of резервы, off они the выходят table с разных сторон, and be там able to come on and outplay your непонятно opponent чего, and но cause surprise. типа говорит, Again, kind что of для gives a bit of a коротких boost to those пушек melee armies и and для makes kind of ХТХ easier это Это, круто то есть будет. что-то Just have to make похожее, more как thoughtful сейчас есть у decisions, really. волков, выходить с You're края going to have to стола. plan for more Но things вопрос than только, just да, как I've это got a будет good line of fire. My opponent has реализовано to run у тех же towards me. волков. So yeah, that's the main way that the reserve stuff works. Great. Okay. Sums it up very nicely. So, can you talk a little bit more about the way that terrain will work? Pete, you've touched on a little bit of that Про террейн already будут рассказывать. when we talked about combat armies, but is there any more kind of depth to that? Yeah, well, so I think it's not just there to make terrain block line of sight. It's there to make it have much more fun, much clearer ways of interacting with it, so that it's fun to play with terrain rather than either at worst you might as well not have had it, or it's a bit of a pain. We think we've got a system now that will mean that the terrain will have a really fun impact on the game, just like the third player. The battlefield itself becomes the third element that you have to contend with yourself. Your army, Типа your террейн opponent's не army, просто and лос-блок, the а field of куча battle. вариантов взаимодействия с ним But будет. we've tried to do it in a way that's not just layering on lots of lots and lots of extra complexity and extra rules. It's clean, it's simple to understand. Типа не куча правил, а типа все очень просто, in the game. чтобы работало. The most obvious При этом example of that is как бы в игре действительно было is giving что-то, влияло на a что-то. piece of terrain the obscuring tag, which does mean that it blocks line of sight whether you can see through it or not, mainly because of the way the game functions. But there's plenty of other ones, different degrees of cover if you're in it. Can you climb up it? Can you go through it? Or, all those sorts of things. Привел пример, то, что будут типа таги просто у террейн, например, типа террейн, который будет полностью блокировать лос, просто находясь на нем, судя по всему. Made a lot clearer. Yeah, I think one of the things we wanted to do is we wanted to make it feel like woods are different to buildings, which are different to bunkers, which are different to swamps. Чтобы они различались все между собой. Like people were saying, will have different kind of rules attached to them. So it really does feel different, whatever type of battlefield you're fighting on, both from a gameplay point of view, but also from a kind of narrative. Это лес, это бункер. So if Eddie, if you've built a jungle-themed board, it will feel different playing on that than on Pete's Ice World board. The terrain. Ну, кстати, прикольно, да. У нас сейчас весь террейн это просто рудники. Они говорят, типа, ну вот, играешь в джунглях, и у тебя ощущение, что ты играешь в джунглях. Kind of tools to be able to interact with the terrain in a different way. I guess that, and the other kind of, I guess, detaily thing. Не надо carnivorous foods какие-нибудь, которые там подошел к лесу, он тебя съел, пожалуйста. Your Carnifex can't reach somebody on the first floor, so he's climbed up 2 stairs and you can't reach him. It's like can be a little bit frustrating. We fixed those kind of interactions as well. So yeah, you can't. Пофиксили то, что нельзя снизу доставать чуваков, которые там забирались наверх. So we've really thought about treating terrain in that kind of 3D way. Which will remove some of Типа, those чтобы в 3D все можно было делать. Gamey kind of interactions, where when you looked at it on the battlefield, you went, but surely my Hive Tyrant can just stab that guy. And it's like, well, no, you can't, because he's up a step. So there's a lot of those kind of things. So we've improved the kind of gameplay experience in terms of the clarity and the cleanness that Pete was talking about, but also kind of help that kind of immersion as well. So it feels more like your models are where they are, rather than being too abstract. Cool. That sounds like some great additions. So speaking of Tyranids stabbing people, we got a few questions about Tyranids. So one of them was, I'm worried about blasts and hordes and tanks in combat. What does the new edition do to help Tyranids, and what new tricks do they get? Well, I think the most obvious one is that anything that tanks can do, monsters Спросили, типа, что получат тираниды с учетом того, что против толп будет пушки, и танки могут стрелять из КТХ. On the tanks. Let us not forget the large alien monsters that говорят, монстру не забудут. And can do very, very similar. Короче, они будут почти как техника. That we've talked about for the tanks. Логично. So tanks getting better, monsters also getting better. Yeah, a lot of those танки улучшатся, и монстра улучшатся. Really quite frightening to fight, because you'll not only be fighting them in the combat phase, but they'll be shooting you in the shooting phase. So, and quite a lot of Tyranids have got some really quite cool guns. That maybe sometimes we don't see as often as some of the other ways you can build those models.
So it'll be great to see even more variety in the way that people build those big monster kits. Yeah, and quite possibly outflanking you as well. Монстры не просто в ХТХ, но и стрелять Or умеют. hiding behind line of sight blocking terrain. Yep. Cool. Great. I might have to roll out the Carnifexes again. Cool. So we got quite a few questions about missions. We mentioned that a little bit in the preview on Saturday. So we got a question that says, generally speaking, how the missions and scoring might be changing in this edition. From someone who said that they enjoyed the missions in chapter approved, and they wondered if there'll be anything like the 2019 version of Про миссии расскажут. Типа, им так нравились миссии, как будет скориться миссия теперь? To kind of kick this up to what we were trying to achieve with this edition, and one of the things we wanted to do was go back to the 3 ways to play, and then make sure that we made the game better. 3 варианта игры. So Звук пропал. We just lost your mic, Pete. Oh no, Stu. Shall I answer for him? You can answer for him. Just pretend we know what he's saying. I muted myself. You did mute yourself, Pete. Let's pick it up from where you were. I was just going to do like a fake Great. voiceover. That would have been great. So maybe for the next show. It isn't necessarily the same thing. That would be great for narrative play. And so one of the things that we wanted to push on for match play and competitive play was making more balanced missions that could cope with the different degrees of armies that people might face, the different matchups, and make sure people had the most agency to make sure it's the players that are winning the battle. But on the other side of that, we wanted narrative play to become more immersive, more dramatic, more story driven. To be more about Мы хотим, чтобы нарратив был охранительным. Окей. Вопрос был, как скориться будут миссии, сука? Там, походу, кусок ответа его съелся без звука, потому что... But they've achieved their goal. And so they had very different goals in mind. And then obviously with open play, the idea was like, how simply could we get you from getting your toy soldiers out of your figure case and onto the table and playing a meaningful game of War in 40,000. So they all have different ways, which means that there will automatically be more diversity. But what we hope is that each of those ways to play will be improved by the Давайте скажем честно, все играли только в обычные миссии турнирные, а все, что было нет, мы там попробовали. Помнишь, Миш, мы это проводили? Это же полный ад. Да, а он рассказывает то, что они улучшат типа игру во всех режимах, типа и нарратив, и open play тоже. Really get under the hood of what makes a really great competitive mission. And we think we've got something that's great. That's the best. It's the cutting edge and something that we've not really had before. Мы сделали то, что до этого не делали. We were saying earlier about terrain being like the third player. If you stretch the analogy a bit, the mission's the fourth player, right? And what we want to make sure is that over the course of the edition, you'll see lots of different missions, lots of different under those 3 headers, lots of different ways of playing Warhammer 40,000. Which will just give you those variety. Ну, типа, у нас будет куча миссий. Я не верю, что куча миссий — это хорошо. Я и не верю, что их вообще, в принципе, будет куча. Типа, у тебя есть 6 миссий, пусть они раз в год меняются. Замечательно. Отличная версия. I think probably off the back of the explosive news that we put out. Are random amounts of shots on weapons still a thing? Stu, do you want to take this one? Рандомное количество выстрелов спрашивают. So, yes, they are. Да, он говорит, что будут остаются D6. I'm sure over the couple of coming weeks helps kind of even out some of that randomness, particularly for big explosive weapons. But there'll still be random shots. It does add drama and tension, and there are always ways to mitigate it. But yes, random weapons, random shots, still a thing. Ну, короче, тебя они пытаются что-то сделать, но они все еще будут. After we showed off a lot of new Space Marine models over the weekend, we've had quite a few questions like this one. Can chapters like Space Wolves use all the new Space Marine units like the bikes? Про новых Марина спрашивает. Могут ли их космические волки использовать, например? И да, могут. You'll be able to paint those amazing new Marines in whatever color you like, and they'll fit right in. So yeah, they're going to be available to all different chapters of Space Marines.
Great. And have we got any news on if there's anything on the way for Deathwatch? Про Deathwatch. I think so. Yes, I think we've had some plans in our head for a while around Deathwatch, and we've been listening to what the community would like to see for the Deathwatch in the future, and pretty soon Они after the спрашивают release комьюнити, что хочет of оно для 9th Deathwatch. edition, you'll see the fruits of our labors on the Deathwatch. Скоро мы увидим плоды их Coming soon. трудов. Да. Yeah, and like Опросов. Pete says, can other chapters use all of those things? Yes, that includes the black guys too. The black shiny space marines can use those things too. Great stuff. Cool. Okay, so we had a few questions on the marine theme. Are my old space marines still okay to use? Stu, do you want to take this one? Можно Карликов ли использовать спрашивают. старых Yes, of course Space they are. Marines? I've got Можно, 2.5 конечно. battle companies Ну worth как of еще не Space Marines, ответить? and then a new battle company's worth of Primaris Marines. I'm going to be using them all, so I don't see why anybody else wouldn't. And you're basically in charge of 40k, so that's a pretty Yeah. good indication. Yeah, Pretty much. good, awesome. Okay, so we had a question from Greg who wants to know yeah. if he'll be able to give his death company chainswords. So that would be cool, wouldn't it, Eddie? That would be cool. Dev Company с чейсвардами. Он Leave it говорит, at да, that for now. хорошо, отличный Don't план. worry, Greg, we've got you. Great. Okay, so a kind of in a more lore based perspective at this point. So it looks like we have a new big Necron character on the horizon. What other major players may return this edition? Спрашивают, кого из character'ов могут Ooh. вернуть. Если Really Орех big and возвращается. exciting ones. Yes. Он говорит, большие, крутые. In the notes for this one, I was thinking the answer is don't peek under the Christmas tree until Christmas. You can't reveal everything on day one, can we? It's on day 3 Они now. говорят, so не можем Oh, рассказать. surely we're okay. No, No, hold on a little bit longer. No Okay. poking the wrapping paper. All right. Okay. No feeling the presence of the Christmas tree. Let's see what we got. Okay. So we had a few questions from fans of the Forge World miniatures, especially around what support we can expect for armies like the Death Corps. Yeah, cool. Pete, do you want to take this one? Sure. Это So типа I think, you guys про have already talked Форджу? about the Да, fact that спрашивают, the, что могут ожидать армии таких 40k форжовых. rules team are Крик. now writing the rules for all of the models for Warhammer 40,000, whether they are in Их команда resin пишет тебе or для plastic всех or metal правила. or anything. So that they Неважно, can all be откуда part of the same производство. ecosystem. And we have some books coming up that will deal with the current Forge World range and moving in there. Ну, типа, And the книжки Death Corps выйдут obviously по part of that. Форже, но We're пока very они excited about максимально the от Death этого, Corps ну, типа, and, неизвестно bringing какие. them in line with some of the other regiments of the Astra Militarum. So yeah, we're excited to start working on the. Well, no, we've obviously finished working on it ages ago. I'm not gonna lie. Опять он Oh, сам he's себя gonna get заглушил. again. Gone again. He's again. Oh, Stu, any other thoughts on that particularly? That obviously was the bit where the Inquisition stepped in, and Pete was just talking too much. Инквизиция. Yeah. Инквизиция Пошла. замучила Пита. Заблочил We'll его. reintroduce a bit of info then as well. Слишком много пиздит. It's all right. Never mind. We'll never know. He'll Never write on know. his whiteboard. It'll be fine. Great. So we've talked a little bit about the fact that all the codexes will be carrying over into the new edition, but we had a question on if the Vigilus books will still be usable in this new Yes. edition. Книжки Vigilus придут новые? Да, Cool, that was перейдут. easy. Это вроде That was easy. было отвечено же. Where will I be able to get rules for the new Space Marine and Necron units? Stu. So in the boxes, Где я возьму правила на новых юнитов Некронов и Спейс Маринов? Везде, в книжках, в коробках. Новые кодексы. Great. No Okay. massive twists there. Nope. So we had a very specific question, which is, can I always hit on sixes, please? So is this a question about Могу ли подать на could a 6? person hit on sixes? I think that is. This person maybe isn't very him. good at hitting or suffers a lot of modifiers in their daily life, and they'd like to be able to hit on sixes. Well, the good news is that everybody can always hit on sixes, not just that guy. Все попадают на 6+. Great stuff. I think we should have just made it that guy. Just Yeah, that we one don't- guy. we Well, he's changed the it only one. also. He's the only one that asked. So I think you we know, should. don't ask, don't get. I We've guess. got time. We'll errata it. It'll be fine. Ты, Миш, ты щелкаешь кнопками? I had a question. A lot of people are very excited about Crusades, the new narrative option that comes with Новый this нарратив edition. We had a Crusade. question of if the new codexes will include Crusade elements.
Pete, do you want to take this one? Будут ли новые Yeah, кодексы absolutely. содержать In fact, куски Крусейда? Он they тебе, certainly да. will. And in fact, Мы Crusade уже will really говорили об come into этом its на own стриме в when, субботу. as each codex comes out. The core book kind of gives you the nuts and bolts of the Crusade system, and it gives you a breadth of content to get stuck into. Мне вообще But непонятно, как система Крусейда будет if работать, но you очевидно, really, она будет really want to get stuck into the меняться narrative от of кодекса к your system, кодексу. that's where the Crusade content in your codex is going to come out. I think Stu alluded to some of that on Saturday. We're talking about the Space Marine captain. He's got a bit too wounded over the course of your battles, and it's time to inter him in the dreadnought. But it's the same. Ну, видите, типа, капитан, если ранен слишком был сильно, его в дредноут поместили. То есть ты себе сам нарратив придумываешь, судя по всему. The Thousand Sons are looking for arcane artifacts across the galaxy. Blood Angels are managing their warriors from falling to the Black Rage. It's all the things that you read about in the stories and the. И все это типа бэковое будет у вас там. Of your codexes. That's where Crusade really comes into its own, is when you get the codexes and the extra content that comes in through them. But that's not to say that right from day one you can't have a really fun experience with Crusade, because it's just really good fun anyway. It just really comes into its kind of very faction specific own when. Наверное, типа у них будет общий Crusade в рулбуке, а в каждом кодексе будет своя версия. Он даже сказал, то есть нет, будут корные правила для Crusade в рулбуке, а расширение для каждой фракции будет отдельно в кодексе. How would you start? How would you begin a Crusade army? Как начать Crusade? So again, one of the things we've talked a little bit about already is that kind of clear kind of game size around in 40k this time around, which starts at combat patrol. And the way we recommend you start a Crusade force is that you start with a combat patrol army, which in old match play points is combat patrol army power level. Сколько он сказал? And then what you do is you start playing games at that size. And ну, короче, мелкий формат патруля. Это с чего начинаете Crusade? Replacing the dead ones, получаете acquisition point на добавление новых юнитов или чтобы заменить погибшие. Emerge over the games that you play and the models that you add to it and the stories that you'll tell from heroic deeds that this unit did that you never expected them to do. And there's always that guy that you should be amazing, but never ever does what he's told during the game. And you'll just have all that. There's lots of ways of capturing all of that information as you go along, so you can create your own narrative with it. Ну, короче, то, что у тебя на столе происходит, ты это как-то в нарратив все переводишь, и вот так вот Crusade работает. We've also written the missions at different sizes as well. So we've written bespoke missions that are great on like a smaller play surface. Миссии под разные форматы. Они говорят, что типа для таких форматов написали такие миссии, для других. So that you're not trying to play, a 2,000 point match play mission with a 500 point army and wondering why it doesn't work, maybe how you'd expect it to, or the other way around and trying to fit like a 3,000 point army onto your coffee table. So we've really thought about writing missions to give you a great experience. Приводит примеры того, что типа не будет такой ситуации, что вы играете типа огромной армией на маленьком столе или играете маленькой армией в миссию, предназначенную для 2000 очков. We're in the middle of the Warhammer 40,000 Studio Q&A. We've had a bunch of questions that have been sent in to us through Twitter, and we're just going through those now. But if you do have Максим Худяков, да здравствует новый, в скобочках, но все же старый, бог Дидис Рогатый. We'll try and answer a few of the ones that have popped up. Спасибо тебе, Максим. Бьем за Дидиса Рогатого. Otherwise, we'll crack on. Great. So, questions we've got. We have a few questions about the kind of core rules of the game. The last time there was a new edition of Warhammer 40,000, the core rules of the game were across 8 pages. Is that still the case, or have they been expanded now? Pete, do you want to take this one? Большие правила или маленькие? 10 страниц было. So they're a little bit longer now. Будет подлиннее. But quite a lot of that's about inserting more examples or illustrating like how rules work. И все это в основном примеры того, как использовать правила. So they have spread out a little bit, but we have again, tried to make them more concise at the same time as adding more illustration and example to them as well. So they are a bit longer, but they're still pretty tight.
Ну, все Yeah, and it's коротенький. also worth saying that one of the things we've done in the core book is we've also got like a rules appendix. So some of those things that happen like really, really, really rarely, but when they do happen, you need to know what to do. They're in the book. We've tried to answer as many of those kind of edge cases and kind of odd interactions that might occur as possible. But we've put them in an appendix so that they're not in the rules, if that makes sense. So for 95% of your Сделали games, аппендикс, в you'll be котором ты playing можешь with искать that всякие ситуации, that core которые rules происходят. section. Слава Как... богу, But потому if что, there's да, это something были that раньше happens in моменты, the game когда and тебе you're not надо quite найти sure how to какое-то resolve it, правило, chances которое are было it'll be написано in в that rare rules рулбуке, section at the back. а оно где-то на краю страницы написано. Great stuff. Мгм. Cool. So we have a few questions from people I think are kind of on the matched play end of the spectrum. So what have you done to address the dominance of Eldar flyers in the game? Stu, you can Что вы take сделали, чтобы Okay, so a couple of самолет things, Эльдар really. победить? So one of them is going on the earlier question about, can you always hit on sixes? One of the things we've done is Ну cap всегда попадаешь на modifiers. So шестерки. modifiers are never better than +1 or -1. So that will really help some of those particular builds that people could do where they stack lots of negative to hit modifiers. And the other thing we've done is we've really thought about the whole how flyers interact with the game as a whole. So we Флайера talked a little bit по-другому about с it on игрой Saturday. They работают. can leave the board, they can come back on and do kind of strafing runs. So your planes don't kind of crash when you hit the edge of the board anymore. And we've really tried to make them not interact in the same way as infantry and vehicles do on the battlefield. So Они сделали так, чтобы so они we've не kind of были cleaned up a похожи load на of those пехоту и interactions that stop some of the kind Технику. танки. of gamey Технику, things that да. can be done with planes, where you use the base to block people's movement and other weird stuff. So some of those things have gone away. But planes now И become a lot базу more нельзя fun будет to использовать use для for блокирования actually юнитов. the player of, the owner of said plane. But А also побеждать-то actually как bombing самолет you, Эльдар. there's things you can do about it. So it's a much more kind of interactive Ну шестерки попадать под way to видимостью play with предлагает. airplanes. Great. Pete, anything to add? No, I think that was good. The important thing is it's fun to use them and play against them now, which maybe it wasn't. You don't want to take them out altogether because everyone likes making the noises, right? When you fly around. Exactly. You get a bonus if you do that, Eddie. Yes, +1 to hit, but only +1 to Only hit. +1. Only +1. Yeah, it's capped. Yeah. Okay. Good to know. Good to know. Right. Ooh, sorry. So I've just seen a question in the chat roll pass, which wasn't on our feed before, which I think might be worth asking. Have there been any changes to the way that the morale phase will work? Pete, do you want to take this one? Мораль как-нибудь поменялась No, I'm или going to нет? give it to Stu. Okay, that's fine. That's fine. So yes, there has. Поменялось. There's quite a lot of the morale phase. Again, what we wanted to do is update and improve, the current core engine. So we haven't done anything drastic to morale, but we have changed the way the morale phase works. We've introduced Ничего принципиального не поменяли, но combat что-то делают. attrition, so it does work slightly differently, and there are more things that interact with morale than maybe have done in the past. Morale in the past is always Теперь больше вещей влияют на мораль. Nothing or your whole unit dies, and that won't happen in the same way in the new game. Это раньше типа или ничего не происходит, или весь юнит умер. Oh, just touching on that, it does mean that cool things like Night Lords and Reavers and things that are scary now get to do a bit more kind of cool, scary things on the battlefield. People with skulls for faces, which Warhammer has a lot of. People with skulls for faces. И такие ущербы, как ночники, которые давали раньше -1 к ледоколу, теперь Something like that. That's a high ratio. Have the skull as a belt buckle. Or I mean, there's very few that don't have some kind of reference, like a skull on a spike or a knee pad or something, or a stick. Yeah. If you don't have a skull somewhere, do you even Warhammer? All right, cool. So, если у тебя нет где-то нет нигде черепа, ты вообще в Warhammer играешь? Pete. So over time, это модели устаревшие. Про них спрашивают, про устаревшие модели. Лорд на байке. Made quite a big shift into Legends with the index books, but we don't have plans to start carving great chunks out of each codex every time we get to it. That was kind of the big move into Legends was the index books, but eventually, you will see a model or a unit move that way as well. But certainly not in that quantity. I wouldn't expect to see lots of them move.
Миш, ты Great. понял, что он ответил? Can you talk a little bit more about Это the way просто that какая-то command тарабарщина, points типа will work and how they're assigned Что-то to типа armies? будут что-то Stu, do you делать want с to этими... будут чего? делать, Sure. но много чего So ожидать не we really стоит. like command points. We think they're a really interesting mechanic. I think they're a great way of introducing kind of cool Так, про bits command point of пошло. Нам background. нравится command point, классно. And Command you point units вообще get to do супер, я really cool так люблю command abilities. poinты. They also give us the ability to do Можно some использовать там все things like подряд. the command reroll, which just means you can always have Command some kind of reroll вообще control over отличная that time. You can выбилочка. just roll a one. Although there is Да, internet можешь law that says приролить you один just на never один, reroll да. something that rolls a one because you'll just waste the command point. You're just going to roll a one again. Have one. Exactly that, exactly. But О, you've да, got, да. so we think they're a really interesting mechanic. They give us a lot of flavor. One of the things that became apparent over the course of 8th edition is that some armies had easy access to lots of them, and some armies, like the Adeptus Custodes, maybe really struggled sometimes to use all of the cool stratagems that were in their book. So we wanted to kind of level the playing field a little bit. So command points are now linked to the kind of size of game that you play. So when we were talking Command earlier point about привязанный combat к размеру control, игры. we've got onslaught, strike force, incursion, and other four sizes of games, and they have like an amount of command points assigned to each size of game. So if you and I were going to play a game, Eddie, we'd start with the same number of command points. We might spend them differently. Если мы начинаем игру, у нас одинаковое количество command things, but basically we have the same economy. So in the same way as you've got 2,000 points to spend on your army or 1,000 power, you'll have the same number of command points as well. So it just levels that out a little bit. В общем, отвязали их, And that детачи. kind of nicely segues us into the next question, which is, are power levels still a thing? Power level все еще присутствует в игре? But one thing that we did learn from talking to people who were using power over the course of 8th edition was that never adjusting it was too far the other way. So типа то, что они их не меняли, это так себе идея. Power level going into the new edition of 40k is that we will adjust the power level when it needs it. И в новой редакции они будут менять, если понадобится. Regularly or as often as the match play points values will. But we're giving us that. Ну, не так часто, как match point. We got asked a lot about was could we like realign all the power levels and maybe keep an eye on that in the future so that when you're playing with power levels you're not as bothered, but when it gets way out of whack, that's when it starts to undermine the kind of integrity of the system. And so we've listened to that. We've taken it on board. Power level is definitely going to be a thing. And in fact, it's one that we're going to keep our eye on. And when we see those units or those characters or those monsters getting out. Короче, он долго рассказывает о том, что если они увидят, что нужно, они поменяют. As well. But with a very different approach to the regular kind of match play updates. Yeah, and it's worth, they're trying to do slightly different things, aren't they? They're both measures of how good a thing is on the battlefield, but power level is designed to give you a really easy and quick way to put together an army for a game. Ну, банальные вещи расскажут, что типа по PowerPoint это чтобы легче, проще набирать армию. Points values is all about trying to make a balanced, fair. Миш, ты здесь? Да. Хорошо. Я прослушаю. So we will always have a slightly different approach to both of them. But like Pete says, we will where they become too far adrift, we will update them. Ну, что повторять третий раз то же самое. On the topic of Crusade again, we had a question about if Crusade could be used to run large gaming events. So like a narrative. Можно ли проводить большие ивенты нарративные по Crusade? Convention, perhaps. Pete, do you want to take this one? Yeah, absolutely, it can. So it has different ways of setting the starting point of Crusade or deciding what size of game you play. But so equally, it will work with 50 players in your gaming group that you want to play over the course of a weekend, or it will fit with 6 of you playing for 6 months, or if you just want to do it on your own and play with a random. Типа правила можно по-разному. Либо много человек в короткий период времени, либо мало в длинный период времени. Типа правила под все меняются, масштабируются. If Eddie, I want to play you, but you want to dust off your competitive army or your match play army and it's all set up for that. It doesn't matter. I can still play you. We have enough kind of plug-in points where you can bring your типа даже позволить поднаруким играть с этими нарративными плеерами, игроками.
imagine recording a big loss, but heavy duty. Ну, типа, прописано в правилах, если ты заглатываешь большой член, то все отлично, погнали, ГГ. That's one of the fun things. It doesn't require you to have 4 committed people that you're going to play with for the next 6 months, who can play every week, no matter what. It doesn't matter. You can have that, and it will be great. It'll be really great if you do have that. It'll be great if you've got 50 people for a weekend who all want to play it. It'll also be great if you've got a slightly irregular group of people that you know who play 40k and you don't know which one will or won't be there, and you want to keep it relatively simple. You can still have a really, really brilliant experience forging your forces narrative over the next year or 10 years. Нарратив Crusade фанового игрока. Ну, я сосал, мы сосали. Я сосал так, сосал всяк. There you go, Pete. It's not all bad. Exactly. Just, heal all the guys who are dead. Yeah, battle scars. Everyone loves battle scars, right? Exactly. Put somebody in a dreadnought. Look cool. You get like an eye patch. In the dreadnought. Yeah. Battle scars is the route to dreadnoughts. Great. Okay, so I've just seen some questions in the chat, which I just want to address. So one for you, I think, Stu. Will mortal wounds work in the same way that they do now? Морталки также работают. Да. Cool, that's nice and easy. Nice and I've easy. seen it flash by a few times. Someone really wanted to know about that, so I'm glad we got to address it. So we've talked a little bit about the way that command points are going to change in terms of being a bit more of a kind of even across the board, so that everyone has the same access. Will it mean that armies that are composed of allied forces, sometimes referred to as soup, still be viable options in the game? Yeah. Stu. Yes, yeah, of course they will. Yeah, for sure. But what you're doing is, if you want to take some cool stuff from Codex 1 and some cool supporting stuff from Короче, Codex 2, типа, если КПшки теперь по формату, то армии, которые набираются из разных источников, они будут крутыми? Или он говорит, да, вообще супер. Наберешь где хочешь всякого говна, будешь играть топ. Yes, they're still viable. You still get to use the best. Он сказал, короче, что ты тратишь с КПшки условно, но ты получаешь доступ к союзникам. In terms of command points, so you won't be able to do some of the other cool stuff you might want to do. So again, it just kind of gives competitive players more kind of resource management things to think about, more decisions to make, and it gives narrative players a bit of a benefit for kind of staying to one faction maybe, or one book, or if they want to then kind of explore the allied forces and make an army of, like, I don't know, an Inquisitor leading some Space Marines and some Imperial Guard with a knight. Воду льет, короче. Yeah, you can do all of those things. Можете еще хотите. So it's quite different from the way that it works today, but I think something that I think a lot of players will embrace fairly quickly. Cool. Okay. So just looking through some of the more questions we got sent in. If any of you guys watching along in the chat do have questions, I'm seeing loads of them whiz past almost too quickly to catch in some cases, but we'll do the best we can to kind of address the ones that we can. Just so you guys know, we're probably not going to show you any new models in this stream. We saw plenty of new models this weekend, so if you haven't had a chance already to go look at them, please do. Типа и так много моделей показали, новых моделей не расскажут, не покажут. So what else we got? So we've had a few questions about the number of books for Warhammer 40,000. Obviously, Psychic Awakening brought a lot of new rules to a lot of factions. But will future codexes need these books to continue to be in use, or will they absorb some of those rules content into them? Stu. Понадобится ли Psychic Awakening правила для того, чтобы играть новыми кодексами? So, for example, Blood Angels Codex will take all the cool stuff from Blood of Baal, or the best of the cool stuff from Blood of Baal, and incorporate it into. Ну, типа, он бы в жизни бы не сказал, что не-не-не, Psychic Awakening не нужны, новый кодекс купишь, все нормально. Он говорит, что типа бери то и все, и там правила. Самое лучшее войдет в кодекс, типа. So they will update and take the best of. It's like the greatest hits album. Great, cool. I've just seen a question in the chat there about if command points will be in some way linked to size of your game, Pete. Yes, yeah, absolutely, yeah. So it's scaled. It's part of. Command point будет привязан к размеру игры, да. We'll tell you how many command points you. Чего? Они следят вообще за тем, что происходит. Depending on the size and the type of mission that you're playing.
Great. So we've one of the most asked questions, Pete, which I think we do need to start addressing at this point, is a lot of people may have spotted behind you that you've been a busy guy over the last few days. Can we trust your whiteboard? So I think the answer is yes. Здравствуйте, чего? But also Можно no. ли доверять его доске за стеной? That's about the level of clarity that I was expecting. So thanks for sharing that. Он, короче, ответил, что Essentially, типа... Pete's been building the house for the last like 3 months, so that's only one of the many whiteboards. Yeah, there's a lot of them with. He fills it up and then throws it out and orders a new one. Yeah, They're all just stacked up outside his house. Great. Короче, пошутили насчет доски. Okay, so За ее спиной. a few more questions on Crusade that we've been sent in. So will the new Crusade rules bring you kind of in-game benefits? How does it kind of build and stack across your as you play? Crusade тебе будет в игре что-то Yes, давать, какие-то it does. бонусы? So Да, the same way we were дает. talking earlier about battle scars, your units effectively gain experience points that then unlock. Какой-то XP будут получать юниты. You can give your units for things that they've done, both in terms of like core. +1 на principles попасть in там the что-нибудь. Crusade rules, but Вряд also ли. Хоть не знаю. missions, Посмотрим. if you go on an Это же должно как-то assassination работать mission, successfully с assassinate their другими target, игроками. you'll get rewarded for that in Это terms of как your, профиси requisition points you can spend to в maybe make them 3.9. better assassins. It's those kind of things that Pete was talking earlier about, that kind of sense Всё of спиздили. narrative, about how your army will grow and change over time. And those, once your guys are veterans, they are always veterans until they all die. So yes, it gives you game benefits. Если твои парни ветераны, они всегда ветераны, пока не умрут. At a cost to Crusade games are still balanced. There's still a balance mechanic. Ну это будет стоить очков. So if I won one of my games and had a really super amazing Crusade where my guys are all veterans and you're just starting out, Eddie, we can still totally play a great, fun, relatively even Он game. говорит, что типа даже если у тебя все ветераны, а я типа с новичками, то все равно хорошо поиграем. You do get cool kind of special skills that your guys can earn, or new relics that you can find, or И релики у тебя там новые есть. 500 очков Скиллы когда какие-то. начинается Crusade. Great. I just seen a good question in the chat, which I want to чего put to you guys. So начинается with the changes to Родина? command points and kind of the way that they're distributed, will I still need to include troops in my army, Pete? Если КП поменялись, нужна трупса в армии. So the same way that you do now, I guess. Так же, как и сейчас, типа. But you'll just have lots more flexibility. Но у тебя больше будет возможностей армию по-разному делать. Ну, после того, как в пятерке трупса потерял свою роль, ну, вернее, после пятерки, они с помощью, по-моему, не знают, что с ней делать. Раньше скорил только трупса. Если выпилили трупсу, ты не можешь партию выиграть, в принципе. Then you can still use them in your game. Of course you can, and they'll be great for holding objectives and controlling the board. But you're not taking units to unlock command points anymore. Does that? Да, юниты больше не берут, чтобы. Yeah, absolutely. I think that's kind of what they were getting at. So. Okay, the end to kind of last few questions, so I'll kind of pick some out of the chat as we go as well. But I think we're into coming towards the end of our Q&A. So Конец. Нас ждет скоро. How do you think that the changes to command points will affect the armies that people choose to bring to their games? Как КП будет влиять на армии, которые люди будут проводить, которые люди будут приносить? Какой раз она рассказывает, что типа вы возьмите, что хотите, а КП у вас будет отдельно. Always seems like a slightly unsatisfying way of constructing an army. I think it's always it's how we all imagine it in our head when most people, I guess, imagine in their head is that you get a picture of an army or you get an idea for a way, the kind of force you want to, whether it's play style or look or feel or faction or whatever. And then you want to get started. Oh, I lost him again. Stu, do you want to pick it up? Again. No! What Pete's saying is that
And that's who the missing 2 Primarchs are. Oh, thank you so much, Pete. That's really illuminating. Шутка про примархов so yeah, подходящих. I think going back to the original question, I think it is that thing that Pete was alluding to. So you'll have loads more freedom to build the army you want to use. You'll feel less like Я уже не могу. use the dreaded Из phase постов command point порожнее. boundaries, Ну, вы можете делать армию как things like that. хотите. Теперь Using круто. models Вот у вас в that голове you think are cool, там одна идея, standing прям for сразу people, бахаете, without и not все disrupting. отлично, КП Which не I think is a little bit привязано. unsatisfying for just Не about жаль, everybody, так у really. нас было в восьмерке, что типа, Actually, ну when все, your на models КП are все more завязано. powerful, Все some Не, берут ну надо было, тебе ради надо было КП. взять 3 батальона просто, чтобы у тебя было достаточно КП там. You've got a really neat Ну theme. ты Now все равно that theme хочешь might be взять driven by the там background. Might heavy be a really support cool idea какой-нибудь, you've got about how the детач. army's going to play on the battlefield, you know. Ну, Might be, например, Например? а там Pete какой-нибудь was alluding to play style. ИГшники It might брали be каких-то you think, сентинелей. actually, I Они can не build a будут, наверное, really брать clever сентинелей. Ну вот. army here where the units work together in a certain way. to Не, do мне cool нравилось, когда things. трупцу нужно было But защищать. you're not kind of forced then to also round it out with some guys you didn't really want just to unlock a certain detachment. So I think it will give people loads more freedom to try different things, try new combinations of units for stratagems, different things like that. Я really. так скажу, And I think a большое lot of количество people выбора who приводит только к тому, really что love one faction в will be able to какой-то protect момент that все faction играют одним и тем and, же, потому you know, что найдена идеальный I was комбат. going to say compete, not compete in a competitive way, Скорее particularly, although всего. that as well. But they'll just be able to have a little game. Ограничения, You know, if you они think как бы Blood хорошо Angels are cool, работают в этом they have плане. great Blood Angels army. If you think Sam Hain jet bike armies are great, you'll be able to take one of those without thinking, oh, but I also need to take some of these other guys in order to do this thing. So I think loads more freedom to the way that you'll be Ну, able to build an какие-то army. анбаунды уже рассказывают. Great. Sounds very exciting. So a bit more of a specific question here. So in the stream on Saturday, we talked about blast weapons getting a bonus against hordes. What is it that defines a blast weapon? How do we know what a blast weapon is? And what defines a horde? Что такое blast weapon, So который будет there's стрелять an по appendix Что to толпам? the back такое of the book толпы? that defines what a blast weapon is. And obviously going forwards in future publications, if a weapon is a blast weapon, it will say so on its profile. You know, just like if it's an assault weapon or a heavy weapon or whatever. В профиле будет написано, So чувак. there's an appendix to the back of the book that gives all of those things that exist in 40k currently, the blast word, so you know what's the blast and what isn't. And yeah, it gives you a benefit for shooting bigger units. Great. Типа будет спецправило, Cool. которое будет тебе Okay. позволять лучше стрелять по большим We юнитам. had a few questions about Называется blast. the weapons that we've seen on the new some of the new kits. So the new Space Marine Assault Intercessors obviously have pretty scary looking chainsaws. Are those the same chainswords that anyone else would have, or are Astartes chainswords a bit better? Astartes chainswords are a bit better, but they are Astartes chainswords, not Assault Intercessor chainswords. So all Space Marine chainswords are better than Imperial Guardsman's chainsword. They're like twice the size for starters. But yeah. Все чейнсварды Yeah, exactly. And if you run out Adeptus Astartes станут круче. Да, правильно помню? Вроде как да. It probably has lower AP though. It doesn't. It doesn't look as cool. It makes a weirder noise as well. For a while. Yeah. Он выглядит красиво, еще и шумит. Yeah. Круто. It wears out quicker. Ну, собственно, он предположил АП типа ниже будет, он говорит, да. Cool. That's exciting news for whoever sent in that question. So down to our last few questions, guys. If you've got any more in the chat, lots of people asking about dual wielding guardsmen. I'm not sure that that's actually a rule. Not yet, Eddie. Not yet. I'm trying to read a question before they fly past. I think, we've answered, I think, a lot of the things that people have been asking for. If you came in, join this stream halfway through, we've gone through quite a lot of questions. We've covered quite a lot of ground in this. You are able to watch this back at your leisure on twitch.tv/Warhammer. Ну, как всегда, короче, мы много не ожидали от этого стрима, но, в принципе, они повторили то, что уже рассказали, особо ничего не... Ну, так, чуть-чуть местами прояснили где-то. A kind of final question to leave us on then. For each of you in turn, what's your favorite thing about the new edition that you're excited to see people play with? And how do you think it's going to change the game? Stu, let's start with you. Как она поменяет игру. Guess from the way that we've talked over the Q&A today, but I think there's two things really. I'm going to cheat. I'm going to have two as my favorite. One of them is terrain. I think Terrain, really типа? nicely modeled battlefield really makes like 40k an amazing game. Теперь можно классные игры играть на террейне. Rules that really encourage that and really encourage that interaction with the terrain. So I think, I'm really excited about the terrain stuff. I think it'll have a really big impact on the game. I think it will really, get people excited. Будет сильно влиять на игру. Ну, это круто, это реально круто.
And then I Если так think the other будет. one is the Crusade content. I И think Crusade. И those of Crusade, us да. who have a kind of Ну, slightly more like narrative approach to gaming, but maybe are a bit lazy, and maybe are a bit crap at making stuff up. We actually now have like Он говорит, method специально and для ленивых, вы toolbox типа to be хотели able to играть в какие-то tell cool нарративные stories кампании, and не go знали, out как with это time, делать. да. to be able to add stuff to our collection as it grows and really kind of tell that narrative of your force over time. And I think that's really exciting. That's so those are my two favorites. Great, Pete. Pete. What are your thoughts, or did Stu steal your? Well, yeah, I mean, he definitely got in there first, didn't he? I mean, they're definitely very cool parts, but I feel I would be remiss from the match play side of things to be excited about us being at kind of the the bleeding edge of competitive mission design and seeing Он what говорит, the что ему competitive нравится community make of то, как сейчас make of будет those. матчплей And I think крутой. the last bit we just talked about command points and things like that, encouraging the army that you Что want типа to это build rather than that you все, felt you вот had все to. изменения I think ведут к тому, что we should see a lot more турнирная игра будет diversity крутая. in lists, and because they should just unlock a lot nicer. You'll see less the kind of regular elements across them because they don't work anymore like that. It doesn't work in that way. So I think there's definitely a lot of exciting stuff over there, but terrain affects everything, and so having some really great terrain rules will really help everybody. Yeah. And yeah, Crusade is a very exciting part of the new game. Great. Well, thank you guys ever so much for joining us. I'm afraid that is all we have time for today. I'd like to say thank you to Stu Black and Pete Foley for joining us and giving us their thoughts and some questions and answers on the new Warhammer 40,000. A big thank you to the wonderful Ben Bailey, who has been running the tech for us in the background of this stream, making sure that everything works well, even where Pete's Еще mic has четвертый been чувак failing us есть on за кадром. occasion. Это There's продюсер not much наш. you can do about that. A big thank you to Pete's Whiteboard for giving away all the secrets of the future once more. And a big thank you to everybody who's joined us from around the world for the feed and for sending in your questions. If you'd like to know more about the new edition of Warhammer 40,000, there will be articles running on the Warhammer community website over the course of the next few weeks. You can find out all about more detail of the things we talked about here. Кстати, я думал, что они будут больше сейчас писать про девятку, они там все еще выпускают про механикус и прочее. Что, типа, чего? And we hope that you are as excited as we are about the new edition, and we'll see you all again on a Twitch feed very soon. Все, и закончили они. Так, можно звук потише сделать тогда. Ну что, ребят, короче, я тоже согласен со Стю, что типа вот мы ждем правила на террейн. К сожалению, пока ничего не сказано, но очень интересно, потому что в террейн восьмерки он практически отсутствует. Поэтому стали, причем не сразу все это поняли, а потом стали заходить с того края, что, ну, типа, больше нужно лост-блоков, чтобы хоть как-то в этой редакции играть. Но мы уже не раз это, опять же, можем из пустого порожнего перекидывать. То, что, ну, типа, +1 к сейву, это, ну, как-то не террейн. Еще он максимально упрощенный, потому что кривой. Ну да. Что, давайте скажем, кто у нас там пропустил, что из интересного, по крайней мере, сказали. Ну, то, что у террейна будут какие-то возможные, типа, как кейворды, которые будут влиять... Да, как они будут влиять на игру. Про оружие, собственно, про Blast сказали, что Blast это будет оружие, которое именно новый тип оружия. То есть, типа, это не Heavy, это не Assault, типа, это вот другой тип оружия. Что еще там такого было, Денис? Ну, потому что КП отвязаны теперь от детачментов, и КП теперь это просто ресурс, который зависит от размера партии. Сказали к размеру члена, например, это тоже, да. Привязать. Вот. Еще... А у меня 15-сантиметровый, а покажешь? А если найду? Вот. Сказали то, что постарались сделать скейл миссий, то есть, типа, миссии теперь будут различаться, судя по всему, от формата игры, то есть, типа, 2000, полторашка, там, 1250 и прочее, это будут разные миссии, и в зависимости от размера стола также. Вот. Сказали то, что автохиты на шестерке у всех появятся, этого тоже не было, и... что еще такого было?
Не помню. Вот Серчалый задает логичный вопрос, нахрена вообще детачи нужны? А вот у меня возникает вопрос, а будут ли сейчас вообще детачменты? А вот не будет ли сейчас такой фигни, то что, ну, теперь можно ванговать по поводу того, что могут же вернуть просто, например, какой этих были, как были, например, в шестерке и семерке. Ну ладно, в шестерке особенно. То есть у тебя есть условный один батальон, и вот что смог туда всунуть, тем и играешь. Типа, не можешь, ну, извини. Да, И типа союзные детачменты там, возможно, еще. да, Это, кстати, будет прикольно, на самом да, деле, если такое ведут ограничения. да. Лунный понь закинул. Ну, впрочем, ничего нового, много воды. Хоть бы дали вырезку по правилам Blast, и то подогрело бы интерес. Да, не очень понятно, при том, что, ну, они сами говорят, что ни чертой не поменялось. Они сказали, что устройство хода не поменялось. Восьмерочные правила в целом такие же. То, что они пока никаких подробностей, хотя, очевидно, сейчас редакция уже готова. А, Чего они ждут, не очень понятно. Да. Может быть, не, понятно, что у них какой-то план вывода информации, но опять же, вот они анонсировали девятку, а Варком живет по правилам Psychic Awakening. Он продолжает, типа, информацию подавать про ПА. Но они же сказали, что они будут с 6-го, по-моему, числа, да, то есть, получается, аж со следующей субботы они только начнут освещать девятку именно подробно. Да, зачем этот перерыв 2 недели, я не совсем понимаю, Не, я, но конечно, согласен, я пока доделаю всяких вещей, и мне надо срочно колбаску резать, ну вот, да, но тем не ну менее. странно. Потому что, ну, они же как типа пошли вперед, анонсировали, и теперь надо анонс этот поддержать. Если они будут такими всратыми Q&A, стримами поддерживать, то типа, ну вы видели, на том стриме было 70 под 80, да, Да. сейчас сначала 12, и потом держалось на 6 где-то тысячах там. Ну, все-таки одно дело анонс редакции, другое Да, да, дело вопрос какие-то. чего? Ну, если бы они что-нибудь там такой, там, короче, АП-2 там, Ну, им надо было нормально. рассказать что-то тогда заранее, то есть им надо было как-то анонсировать, чем людей привлекать. И Пит какой-то сегодня совсем нервный, такой, типа, не знаю, куда податься. Может, это просто мало ел. Может быть. В чем тоже логичный вопрос. Во-первых, Серчалый по поводу фракций формации. Ну, возможно, может вернут формации, может не вернут. Это тоже еще вопрос большой. А как раз по поводу того, что теперь орки, то, что попадали на шестерки, типа теперь это у всех будет. Вопрос, да, потому что как это будет работать. Но, в принципе, это скорее вопрос к тому, как они будут переносить уже существующие механики в формат девятки. Вот, поэтому пока непонятно. Скорее всего, думаю, у орков это как-то что-то будет значить. Не знаю, 2 хита они будут вешать на шестерку, хрен его знает. Может быть, что-то более сложное. Вот. А, Стоит ли покупать кодекс ДГ восьмерки или нет? Ну, во-первых, если ты собираешь армию и собираешь коллекцию, то, конечно, кодекс надо купить, пока он еще в продаже. А так, в принципе, ты можешь пока играть там, не знаю, PDF-очку где-нибудь подсмотреть, но я тебе как бы ничего не говорил. Вот, и дождаться выхода девяточного кодекса. Но когда он выйдет? Ты понимаешь, вот, типа, восьмерка вышла, и, ну, условно 3 года они делали кодексы, выпускали по-разному. Когда выйдет новый ДГшный, черт его знает. Сейчас, скорее всего, эта армия не будет в приоритете. Вот, и до этого момента будет играться восьмерочный код. Что там еще раз интересного? Надеюсь, на русском будет. Ну, Вованыч, конечно, лучше бы ты выучил английский, вот, но, судя по всему, ничего не поменяется в этом плане. Также будет работать, как она называется у нас там, контора, которая сейчас переводит. мгм. Они там «Сестер» недавно вроде выпускали. Вроде да. А будет новый примарх? Будет, все будет. Кстати, ну, еще про пилы мечи вроде как, типа, проговорили, что у Астартес будут, типа, более крутые пилы мечи. Будет интересно, да, это коснется ли ХСМ, а если коснется ХСМ, то спросили, ну, логично подсказали, что, типа, АП будет выше, ниже, Мгм. точнее. И вот вопрос в том, что, например, у ХСМ сейчас есть чейн эксы, который, по сути, это тот же пила меч,
только не дающий доп. Атаку, но дающий плюс 1 АП. И вот как будет бить пиломеч тогда? И как будет бить Chain X? Серчалый. Работники, завтра по расписанию или устали? Кто устал? Я устал. Завтра в 8:30 на том же месте. Да. До 12 часов как минимум, а там еще посмотрим. Сейчас мы тут просто так произошлись посмотреть, что они там наговорят. В общем, сказали, что мы думали, но тут спрашивают, будут ли разные карты расстановок. Карты или нет, не факт, но точно сказали, что они прописали это, чтобы ваши игры, ваши игры соответствовали тому, как они написали свою игру, как она должна действовать, как она задумана. Поэтому, видимо, не знаю, может, там будет написано для такого-то стола 5 таких-то элементов террейна. Что, кстати, очень логично, потому что когда вначале ты начинаешь играть, вообще непонятно, сколько террейна нужно. А так там Да. будет типа чётенько. И, Вряд ли там будет возможно, прям совсем с расстановкой. Я не верю в это, но всё равно. ну да, возможно, кстати, отпадет наконец-таки такая фигня, то что вот часто, когда мы там обозревали какие-то юниты, мы говорили, типа, что там вот если у вас будет там где-то лосс-блок, где вы спрячетесь, тогда это хорошо, или типа не будет лосс-блока, ну все, вам типа капздец и все такое. А теперь можно будет уже конкретно говорить, что вот мы знаем типа среднюю ситуацию на столе и на нее ориентироваться. Возможно, так будет даже поинтереснее. Я бы хотел ориентироваться. Миш, ты хотел Да, бы ориентироваться? да, плохо не ориентироваться. Вообще. Вон там Ой, Валентину значит, нравится сломал. Crusader Terrain, я вижу, говорит. Crusade Сергор. Terrain? Что? Crusader Terrain, да. Сергор, тоже любим тебя. Особенно сильно. Вот. Может, ты, кажется, Сергору не нас любишь, но мы тебя любим. Ну, видите, там, опять же, спрашивали под нашим выпуском новостей. А, ну вот, я только собрался 8 покупать, вышла 9, чё вы радуетесь? Ну, видите, то, что они рассказывают, это улучшает наш опыт от игры Warhammer. Да? А, ну, конечно, будут ухудшения. Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Это очевидно. Какие-то классные штуки, которые вам нравились, возможно, уйдут. Возможно, вас будет бомбить от того, что там под террейном, под прикрытием террейна до вас заходят генокрады, начинают вас кушать. Но, опять же, подумайте, что генокрады все это время, если вы смотрели наши выпуски новостей, любое изменение, типа, просто Угу. втаптывало их в грязь. Вот. Поэтому, да, возможно, вы как игрок за сейчас топовую армию немножко присядете на болт небольшой. Но опять же, все это, как вы понимаете, временно. Все будет меняться, мета будет меняться, правила будут все время переписываться, будет все баланситься. Такова жизнь. Надо все время приспосабливаться. Нельзя себе собрать что-то там, какую-то звезду смерти и пороть всех 3 года подряд. Да. Как-то так. Он Ерукло говорит, скажем Warcry спасибо за бета-тест. Да. А, да, народ, там это повтор крутится на заднем плане. 3 Закончится. года настолку не играл из 8 редакции. Надеюсь, что 9 будет норм, и тогда я снова накуплю пластиковых уродцев, буду фаниться. Иосиф, ты пойми, что 9 принципиально от 8 не будет отличаться. Она будет подкрученная 8. Так что если тебе принципиально 8 не понравилась, то шанс не так велики. Однако, возможно, ты прав. Возможно, как бы 9 и твои ожидания того, что все прекрасно, как-то соединятся, и ты такой: "Да, похер, давайте, на все деньги". Да. Ну, вон там Серчал пишет, как раз я согласен. Ну, пока все звучит нормально. Серчалый как голос разума вообще среди. Да. Все норм. Ну как вам норм? Все норм. Да. Но Вот девятка такие это вот жесть. делища у нас. Да. Вот да, девятка это по сути 8,5. Ну, я про это уже как год говорил, то что вряд ли они будут делать резкие скачки. А Ко ко еще тебя тут в божество, Денис, превратили пока что. Там какой-то безумный Будда что-то Да. несет. Ну, типа, это было разумно, это было понятно, но всегда хочется, знаешь, так типа:
А вот сейчас они изобретут идеальную игру. Она не будет не похожа ни на что, и она останется с нами навсегда. А так придется ждать, когда в 13-й редакции вернут Малала. Да. Так, что чат пишет? Что, народ, заканчиваем тогда и... Как вы относитесь к продукции Hobby Games по Вахе? Что такое продукция Hobby Games по Вахе, Алекс Би? Объясни, Я пожалуйста. думаю, он говорит про переводы, и я скажу, ну... Те, которые мы видели, они пиздец просто какой-то. Они Это не ужасны. продукция Hobby Games. Но это не продукция, по идее, Hobby Games. Или продукция Hobby Games, я не знаю. Надеюсь, моей Тау не скатится к одной рабочей расписке, как было в начале восьмерки. Друзья мои, ну вот меня пугает реально вещи, что они типа у вас есть куча возможностей. Когда есть куча возможностей, все обычно сваливается в один архетип, потому что когда у тебя нет ограничений набрать самые лучшие юниты, ты берешь самые лучшие юниты. И все. К сожалению. Аусландер. Ну что там, встал вопрос жизни и смерти. Если вдруг неожиданно Сарех и что-то похожее на новый Эктан будет играбельно, его можно будет брать на каждую игру. Встает вопрос, как их транспортировать, особенно хвостатого Эктана. Он выглядит очень хрупко. Единственное, что я мог придумать, замагнитить крылья. Ну, во-первых, да, все это говно, как бы рукастые хоббисты всегда разбирают на кучу. Я это не люблю, но типа, а что делать? Есть такие реалии. Вот миньки вот такие вот. Да. Вот, их как-то надо транспортировать. Соответственно, все разбирают на магниты. Но, опять же, как в новостях мы озвучивали, можно нанять женщин. Каждой женщине по 2 сундука в руки, в каждом сундуке по одной миньке. И такая процессия приходит на турнир, все это раскладывает на подносиках, потом носит. Так как ты сидишь такой, как шейх, короче. Типа, «Ктана мне!» Она такая та-та-ра-та-ра-та-та, и тебе, оп, ты такой снял. Ну, а вообще, если типа адекватно, то перевозить такие минки, как Ктана, скорее всего, просто берешь и кладешь его одного в одну вот эту секцию, например, Crusader кейса. То есть он у тебя там четверть занимает. Но ладно, его можно там трупсой на самом деле обложить, вот там он будет в безопасности. По-другому никак. Вот. А еще одна отдельная девочка, она как бы отмеривает рулеточкой и передвигает. При этом все время нагибается, так попку выставит, а ты такой сидишь там. Вот этот монолит на 6 дюймов вперед, там, зюй вест, она такая, принято, такая, хоп, нагнулась, такая еще обернулась, ты смотришь или нет? Двигается. Вот это была бы варха. Рехм вообще может перевозиться в отдельной коробке. Да. Сестер видел. Там уже запустили на Стинкфилд сейчас, Денис. Тебя. Что началось-то? Дидис. Дидис обольститель. Эм, Это что-то мемы в стиле станции, что ли? Не знаю. Вот там кукол Даваха будет в топе, главное держать за руку. Да, говорят, Денис, иди подрачи уже. Вот, что, мы продолжаем или что, или уже заканчиваем здесь? Да, я думаю, да, мы все обсудили. Вот Ренат Хакимов пришел. Здравствуй, Ренат. Ренат, здравствуй. Ренат, до завтра подождешь? Завтра придем и все. Просто сейчас мы горло посадим, а завтра что будем делать? Да, завтра, как обычно, у нас вечерком будем сидеть с вами все тут, лежать, что-то делать. Неприличное, возможно, что-то делать, да? Ага. Спасибо, Вот. Денис, что поделился влажными мечтами. Аусландер, я весь наполнен этими мечтами. Это хоть дрочи, хоть не дрочи, все там уже остается. Я так Да. понимаю, жены дома нет. Он расчехлил. Кстати, да. Жена-то дома, а я же не дома. Денис не дома. Да. Вот, что, как мы какой-то поставим отчет Ща или Ренат нас отпустит. Ренат Ренат отпустит, ладно, нас и пойдем. отпустит, и мы пойдем. Вот, потому что завтра у нас долгий, волнующий вечер в вашей компании. Мы, правда, не Сегодня придумали, мы... что делать, да, еще? Как что делать? Будем обниматься и плакать. Провожать Ладно, восьмерку. тогда 3 да. баяна порвем. Вспомним самое, что лучшее было в восьмерочке. А я все еще, вот мне сегодня как-то мысль, я вспомнил, что Турпса скорила точки. Только она.
И это было так прекрасно. У нее была своя четкая роль. Ты понимал, что вот эти оборванцы, которые ни хрена больше не могут, кроме как забить слот, и все, они очень важны, они очень уязвимы, но без них ты партию не выиграешь. И там прям были, типа, ты видишь, что сливаешь, начинаешь прям выбивать конкретного противника трупсу, чтобы он тоже тебя не смог обыграть и так далее. Это такой был классный пласт тактический. А потом Прикинь, они, вернут. надеюсь, в шестерке сделали, что все скорят. Ну да. И ты такой, типа, трупса, иди нахер. Ну ладно. Было тупо. Вот. Ну, так можно много вещей вспоминать, какие были они классные раньше. Ну, вот меня расстроило то, что спросили, оружие с рандомным количеством выстрелов останется? Да, останется. И такой, ме, бе. Не, Серчал, речь не об обсеке идет сейчас. Речь не об обсеке. Раньше нельзя было скорить просто, типа... То есть там в heavy support подвел, ну окей, и чё? Угу. Только трупса, это юнит с роли трупс мог скорить точки, все. В чем был плюс, например, там перевода из каких-то слотов в трупсу, в том Да, числе. типа там, значит, у кого переводились? Ну, я помню в первую очередь, конечно, лордов, которые переводили соответствующих марочных юнитов в трупсу. Во, Ренат нас спустил. Пока до завтра, стрим был хорош, мне зашло. Удачи, всего хорошего. И хорошее настроение, Ренат. Удачи, Всё. Ренат. Давай завтра приходи. Шаблоны не вернут. Шаблон не вернут. Денис, ты в шкафу, Михаил, я в шкафу, там Inception, понимаешь? Значит, я в шкафу Михаила, Вова в моем шкафу, Максим в шкафу Максима, Вовы, или в Максима, тут я запутался. Вот. Но все при этом в шкафу Ромы. Да. Иван Ауслендер правильно говорит, шил капитан на байке, у кустов смотрит на обскур трупсы. Мне лично поебать. Ну да, потому что у кустов почти все имеет обсек. Так вот. Так, все, Денис, мы Все, заканчиваем? друзья мои. И Костя закинул. и- Просто и- молча. Костя, любим тебя. Чмок, пупок. как просто господин. Вот и все мы в шкафу у Кости. Вот как. Да, и всем в шкафу. Все, до завтра, друзья. В 20:30 завтра встречаемся, будем провожать 8. Давайте, готовьтесь, не уходите никуда. Я пальцем показываю. Не уходите. Сидите тут до следующего.